Привет, ребят! Сейчас мы с вами поговорим о том, как менялась Синдел. Персонаж, который слишком часто бегает от злых ребят к хорошим и наоборот, но при этом она всегда сохраняет интерес аудитории к себе. Хотя мы в первую очередь обсудим изменения Синдел как бойца. Ну погнали! Короче, есть старенький гонконгский фильм под названием «Невеста с белыми волосами». В лучших традициях азиатских боевиков 90-х это история про любовь и боевые искусства, но нас интересует не фильм, а один конкретный персонаж – та самая невеста с белыми волосами. В конце фильма героиня триггерится от происходящего по сюжету, ее волосы меняют цвет с черного на белый, а все вокруг начинают кричать, что она ведьма. Ну и не безосновательно, потому что она орет, летает и хватает всех вокруг своими волосами. В этом фильме очень колоритные персонажи, и думаю, вы понимаете, к чему я веду. Судя по всему, эта невеста и стала прообразом Синдел, по крайней мере частично. Ведь авторы Mortal Kombat нередко обращались к стареньким азиатским боевикам за вдохновением, и это не единственный пример. Говорят, Синдел получила свое имя уже ближе к финалу разработки третьей части, а до тех пор ее так и называли – невеста. Ну а еще существует мнение, что это прозвище связано с невестой Франкенштейна, но думаю, вышеупомянутый вариант больше похож на правду. На роль актрисы для записи спрайтов взяли тогда еще совсем молодую Лию Монтелонго, и она же в будущем подарит внешность Сарине. Кстати, многие источники ошибочно утверждают, что она же подарила внешность Тани в МК4, но в одном из своих интервью Лия рассказала, что внешность для этого персонажа позаимствовали у жены одного из авторов, а сама Лия просто появлялась в образе Тани на презентации игры. Плюс у них есть внешнее сходство, поэтому все и стали считать, что Таню сыграла Лия, хотя она даже не указана в титрах. В любом случае, ей понравилось работать со студией Midway. Там же она познакомилась с Брайаном Глином, сыгравшим Шао Кана, и некоторое время у них были романтические отношения. Иронично получилось, да? Актеры, сыгравшие Синдел и Шао Кана, вдруг стали встречаться. Запись спрайтов для Синдел заняла в общем 14 часов. Причем все записали за один день, хотя только грим для образа персонажа наносился еще примерно 3 часа. Впервые Синдел появилась в оригинальной Mortal Kombat 3 и с тех пор стала важной частью серии. Ее ключевая способность – это крик, с помощью которого она может станить противника. Кроме этого, она запускает фаерболы, в том числе с воздуха. У нее, кстати, есть довольно простое комбо с лаунчем, которое чаще всего и завершается воздушным фаерболом. Что еще касается крика, этот спецприем отлично работает как антиаэроатака, поэтому бездумно прыгать на Синдел очень опасно. И что странно, в определенной связке она может использовать его 2 раза. Еще Синдел первый боец в серии, который может полноценно летать, и способность хоть эффектная, но по-моему совершенно бесполезная в третьей части. Во время левитации Синдел быстро перемещается и может пускать фаербол, но при этом она очень уязвима, поэтому левитация – это скорее способ повыпендриваться. Что еще выглядит эффектно, так это ее захват волосами, и да, это ведь еще одна фишка Синдел. В третьей части она использует волосы не только для захвата, но и во время выполнения фаталити. Синдел окутывает ими противника, затем раскручивает, и тот разлетается на части. В другом добивании Синдел кричит на противника, да так, что с него слезает кожа. А если выполнить анималити, то она превратится в осу и, видимо, будет жалить врага до смерти. Ну а если выполнить френдшип, то Синдел просто пнет мяч со словами «That was fun». Кстати, эти же слова она произносит после бруталити в Mortal Kombat 11. В общем, Синдел хорошо дебютировала в третьей части. Она нетрудная в освоении даже для новичков, к тому же персонаж получился необычным для серии. Синдел была полностью оригинальна, хоть и имела очевидный прототип. Тем не менее, ее способности кричать и хватать врага волосами в свое время производили впечатление. Ты жива? Очень жаль, что ты умрешь. Синдел появилась в фильме Mortal Kombat Истребление, где ее роль исполнила Мусета Вандер, которая, кстати, всего на 4 года старше Талисы Сота, сыгравшей Китану, но тем не менее Вандер сошла за ее мать. Лия Монтелонго тоже хотела попробоваться на эту роль в фильме, но не смогла из-за того, что кастинг проводился в Лос-Анджелесе, а она сама находилась в Чикаго. Ну что, наверное, уже можно начинать отдельную рубрику под названием «Хейчу второй фильм по 2 минуты в каждом видео». Но в этот раз такого желания нет, нормальная получилась Синдел. Она еще обычно так эффектно появляется в кадре.
Не знаю как вам, но по-моему тут авторы отлично попали в образ игрового персонажа, разве что сменили цвет волос, которые в игре частично черные, а в фильме частично седые, но это не критично. Когда персонаж появляется в кадре, сразу понятно, что это Синдел. Тут даже показали почти все ее способности. Она и поорала на горы, и плюнула фаерболом в Рейдена, его же ударила волосами, а потом загипнотизировала всех своими безумными танцами и улетела. Конечно, все это немного напоминает Power Rangers, и знаете, персонаж такой прям клишированный. Злобная улыбка, неуместный смех, монологи о том, как всех убьет, но ничего, как и в игре, после смерти Шао Кана, злые чары спали и Синдел стала нормальной. Но это уже про историю персонажа. А что там в основной серии? Синдел вернулась в Mortal Kombat Deception, хотя до этого появлялась в комиксе-приквеле к МК4. По части внешности Синдел осталась вполне узнаваема, разве что теперь в одежде больше фиолетового цвета. По сюжету, кстати, она снова стала королевой Эдении, и это отражает ее альтернативный скин в более темных цветах и с короной. Именно здесь впервые Синдел взяла в руки Куан Дао, хотя правильнее говорить Гуань Дао. Китайское холодное оружие, похожее на алебарду, с которым уже в наше время она вернулась в 11-ю часть. А пока в Deception боевые стили Синдел — это Фу Джо Пай и Жа Чуан, но как обычно в Армагеддоне остается только последний. Фу Джо Пай в следующей игре отдали Дейгану. Летать Синдел разучилась. Думаю, сами понимаете, 3D-пространство реализовать как следует сложнее, но свой крик и фаербол она сохранила, и действуют они так же. Первый станет, второй проджектайл. Правда, воздушный фаербол у нее забрали. Но, как это часто бывает, добавили кое-что новое. Синдел научилась выполнять подкат на животе, затем хватать противника за ноги и подбрасывать его. Спецприем хоть и быстрый, но совершенно непонятно, зачем добавили именно его. К боевым стилям он не особо подходит, да и сама Синдел смотрится как пингвин, катающийся на пузе. В общем, не знаю, не оценил. Что касается добиваний, сюда вернулась фаталити из третьей части, но несколько в ином виде. Если там Синдел криком срывала кожу с противника, то здесь таким же образом разрывает его на части. Кстати, я приврал насчет левитации. Синдел в постклассике тоже взлетает, но только в качестве победной стойки. Но вернемся к добиваниям. Второе фаталити новое. Синдел подбрасывает врага, быстро вращает свое оружие и таким образом снова разносит жертву на куски. В шестой части, напомню, были харакири, то есть возможность убить своего персонажа в случае поражения до того, как это сделает противник. Тут Синдел, конечно, отличилась. Она, прыгает и приземляется на голову. Некоторые западные издания жестко критиковали персонажа за это нелепое движение, но давайте будем честными. Игры 3D эры Mortal Kombat вообще нередко удивляли трэшовыми штуками. Давайте вспомним жирафа от Куан Чи, да, или фаталити Дариуса. Синдел еще как-то более-менее адекватно себя ведет. Но в целом она и здесь получилась классной. Авторам хоть и пришлось где-то пойти на компромисс, но персонаж остался узнаваемым и сохранил большинство своих особенностей, за исключением нормальной левитации и захвата волосами. Авторы говорили, что вернули Синдел в шестую часть под влиянием ностальгии по классическим играм, и это точно было правильное решение. Следующее появление состоялось в Mortal Kombat 2011, и тут все гораздо интереснее, чем прежде. Разве можно было ожидать иного? Синдел никогда не была персонажем с длинными и сложными базовыми комбо, но ее особенность в том, чтобы игрок связал простые комбо со спецприемами и превратил это в длинную и эффективную связку. Но для понимания, без X-Ray, только с метром, Синдел может нанести максимум 45% урона. И это совсем неплохо, но выполнить довольно напряжно. То есть тут две стороны медали. С одной, Синдел по-прежнему несложное в освоении. У нее короткие комбо, много движений отменяются в спецприемы и выводят на джаглы. Но чтобы пользоваться всем этим с умом, нужна хорошая точность. Формально так можно сказать про любого персонажа, я понимаю. Но в случае Синдел это ощущается сильнее. Например, ее крик стал заряжаться, и чем дольше ты его заряжаешь, тем дальше он действует. Естественно, выполняя связку, важно не отпустить кнопку слишком рано или поздно, иначе спецприем либо не достанет противника, либо тот успеет приземлиться. Хотя в случае крика это решается использованием метра. Что касается спецприемов. Их стало больше, и они гораздо интереснее, чем подкат на животе из Deception. Крик по-прежнему станет противника. Добавили нижний фаербол, а захват волосами, который в третьей части был обычным захватом, теперь стал отдельным спецприемом. Синдел научилась выполнять удар колесом, вот это уже характерное для нее движение. А также ей вернули способность левитировать.
То есть она снова научилась летать, двигаться дэшами по воздуху и пускать фаерболы, только теперь на 2 дистанции. Ее основной костюм очень похож на тот, что был в 3-й части, но, как обычно, с большим количеством деталей. А также есть вариант, похожий на Deception, с короной и волосами, собранными в хвост. То есть каких-то значительных изменений персонаж не претерпел, и слава богу. Добивания Синдел в новой хронологии выглядят достаточно эффектно. Выполняя первое фаталити, она издает свой крик прямо в ухо противника, отчего у него разлетается часть головы. А во время второго фаталити Синдел как бы концентрирует свой крик в руках, вставляет все это дело в рот противника, и у него снова разлетается голова, но в данном случае полностью. А если на ней провести бабалити, она взлетит, упадет и начнет орать. Учитывая ее способности, это жутко. Да и вообще, седой младенец — это тоже жутко. Синдел вернулась в Mortal Kombat X, но только в качестве противника. Поиграть ей без модов нельзя. Судя по движениям NPC, это ровно тот же боец, каким она была в 9-й части, только естественно изменили внешность, здесь она ревенант. А вот полноценное возвращение состоялось в Mortal Kombat 11, где Синдел стала одним из DLC персонажей. По части внешности здесь 2 основных варианта. Это опять же ревенант и, скажем так, живая, кстати, очень привлекательная Синдел. Скинов у нее не так много и, как правило, это наряды, в которых я не силен, типа платьев и чего-то подобного. Но есть скин, очень похожий на оригинальный, и классный костюм из комбат-лиги Черного Дракона. У Синдел кастомизируется прическа, вместе с которой можно надеть на нее маску или диадему, а еще кастомизируются сапоги и куандао, оружие персонажа, которое вернулось прямиком из постклассики. В 11-й части Синдел стал одним из моих основных персонажей, не так давно стал ей играть, и сам не понимаю почему, но в этой части она мне прям понравилась. Причем уже спустя пару лет после ее появления в игре, я вдруг ей заинтересовался. Наверное, насмотрелся турниров у Дженикуса. И снова это у нас персонаж с небольшим количеством простых комбинаций. Правда, теперь в бою используется оружие, и комбо с ним наше все, учитывая дистанцию, с которой оно применимо. Кстати, удар колесом из прошлой части теперь не спецприем, а отдельная комбо. А удар волосами, который раньше был частью комбо, теперь стал отдельным спецприемом, тот самый порез волосами. Синдел научилась захвату волосами в воздухе, причем прыгает на разные дистанции, а также может запускать проджектайлы с воздуха, сразу несколько. Вернулся уже знакомый захват волосами, а еще теперь крик стал более вариативным. Его по-прежнему можно заряжать, причем анимация почти такая же, какая была у Черной Канарейки в Injustice 2. Но теперь Синдел может не только кричать с места, а пройтись по арене своей королевской походкой, издавая вопль. А еще теперь рядом с ней появляется Банши, и выглядит это очень эффектно. И во время крика, и когда Синдел запускает эту Банши в воздухе, после чего может переместиться к противнику. Выполняя фаталити, в первом случае Синдел хватает противника волосами и орет на него, пока тот не развалится на части. Что-то похожее, напомню, было в Deception, но теперь это выглядит куда лучше, и дело не в графике, а именно в самом процессе. Выполняя второе фаталити, Синдел запускает волосы в рот противника и разрывает его изнутри. Мерзко, конечно, но подчеркивает способности персонажа. А если выполнить френдшип, то Синдел попытается криком разбить бокал с вином, но треснет только камера. Странно, что в современных экранизациях Синдел еще не появилась, но скорее всего это случится либо в следующем фильме, либо мультфильме. Правда, должен отметить, что Синдел показали в сериале «Наследие». Там ее показывают еще до того, как она покончила с собой, и соответственно выглядит она совсем иначе, как простой человек с темными волосами и обычными глазами. Синдел не появляется в сериале в привычном виде, но посмотреть на вариант персонажа до основных событий было тоже интересно. Вот такая у нас королева Синдел. Лично мне она больше нравится как положительный персонаж, но не буду отрицать, что у нее даже дизайн всегда был какой-то злодейский. Теперь мы с вами понимаем, что у персонажа есть прототип, но даже в таком случае она оригинальна и важна для серии Mortal Kombat. В итоге Синдел не сильно изменилась за десятилетия своего существования, и знаете, по-моему, это хорошо. В этот раз у меня все. Спасибо всем, кто подписан, ставит лайки или дизлайки и делится мнением в комментариях. Я не прощаюсь, как бы там ни было.